Привет всем! Это ролик нестандартный, но сейчас меня просто пробило на эмоции. Я поняла, что не могу больше об этом молчать, так что объясняю, в чем суть. Я записываю это 8 мая, то есть вчера на официальном канале Illumination вышел трейлер мультфильма «Гадкий я 4», второй трейлер. Первый трейлер вышел еще в конце января. И тогда я ярко высказалась о нем в своем телеграм-канале, но сейчас, после просмотра второго трейлера, после осознания того, что нас ждет, я поняла, что я, должна записать видео, потому что если я не выплесну все эти эмоции в ролик, я буду доставать своих друзей в личных сообщениях еще недели полторы, по меньшей мере. А я хочу спасти им нервы, поэтому я пришла трепать нервы вам. Уа! Вообще, я была в процессе создания другого ролика, такого проработанного, со сценарием, но тут я просто не смогла сидеть молча, понимаете? Короче, никакого сценария, чистый поток мыслей. Я тут выписала себе некоторые тезисы на листочке. Сейчас я буду бомбить. Приготовьте посуду, тарелки. Я буду все это бить. Если кому-то из вас интересно, почему это мне вдруг не насрать вообще на франшизу «Гадкого я могу вам только сказать одно: подписывайтесь на мою телегу, потому что там бы вы уже давно об этом узнали. А во-вторых, у меня существует некая эмоциональная привязка к одному из персонажей, и поэтому мультфильм, который в любой другой ситуации я бы просто со вздохом проигнорировала, как это произошло с небезызвестным сиквелом Мегамозга, который там недавно вбросили на пиках, и это вообще жопа полная, то здесь я, к сожалению, промолчать и пройти мимо не могу, так как я чувствую, что меня это касается лично. Сразу говорю, этот ролик стоит смотреть только если вы смотрели «Гадких я», потому что я тут не буду в подробности вдаваться, я буду говорить все из расчета, что вы уже в курсе, и мы с вами обсуждаем то, что мы оба видели. Вообще, «Гадкий я» как самостоятельное произведение, как мультфильм, вышедший в 2010 году, оказал некоторое влияние на мое детство, и я, конечно, не могу это отрицать. Я очень любила его, у меня были DVD-диски, когда еще DVD превалировало над интернет-прокатом. Ну и что я могу сказать? Это не тот случай, когда тебе что-то нравилось в детстве, а ты потом в подростковом или во взрослом возрасте возвращаешься, пересматриваешь и думаешь: господи, почему мне это нравилось? Нет, «Гадкий я» вполне себе держится даже спустя все эти годы. И мне по кайфу его пересматривать, даже моей маме по кайфу его пересматривать. Ну, то есть, вполне себе хороший мультфильм. Да, рассчитанный на детей, но и взрослым его пересмотреть тоже будет здорово. Это вообще был самый первый мультфильм Illumination, их первые шаги в индустрии, так скажем. Тогда они еще не знали, что миньоны принесут им огромную кассу, поэтому они действительно постарались. Сделали интересных персонажей, интересные дизайны, прикольный сюжет. Кстати, насчет сюжета тут небольшая ремарка. Интересная ситуация на самом деле. Концепт «Гадкого я» так-то не принадлежит Illumination. Он был выкуплен ими у Серджио Паблоса, который является основателем SPA Studios, студия, которая ни много ни мало принесла нам Клауса в 2019 году. Выходец из Диснея придумал этот концепт, но ввиду финансовых проблем внутри SPA в то время концепт был продан во внешку, и так он попал в руки Illumination, ну а дальше мы уже все знаем, в какую степь это постепенно ушло. В изначальном концепте, кстати, миньонов вообще не было. Это уже произошло внутри Illumination. И когда после выхода первого «Гадкого я» интернет просто был поражен желтой чумой, они поняли, что к чему и какие персонажи реально продают их мультфильмы. Вот примерно с этого момента, с тех пор, как миньоны захватили интернет, захватили мерч, захватили абсолютно каждое пространство жизни человека в начале 10-х годов, вот примерно в тот момент главные герои «Гадкого я» перестали быть главными героями на самом деле. Они остались таковыми только формально, потому что Illumination поняли, что их кормят. Собственно, после этого все пошло не так. Второй мультфильм еще держал планку, он еще сохранял дух первого оригинального «Гадкого я». Сюжет все еще имел смысл, а миньоны все еще более-менее оставались в статусе комик-релифов и не занимали большую часть времени. Третий же... Скажем так, троп когда-то там потерянного и внезапно найденного брата-близнеца настолько ленивый и заезженный, что я даже в 15 лет, когда этот фильм вышел, сказала: да ну, хрень какая-то, и не пошла на него в кино.
Я третью часть в первый единственный раз посмотрела только в 22-м году на фоне моей гиперфиксации на одном из персонажей франшизы. Но об этом я разъясню чуть позже по ходу, потому что не хочу сейчас растекаться по древу. В общем, суть в том, что третий гадкий я уже был совсем не тем. Там уже, дай бог, хоть крупицы духа первой части найдешь. Грю ведет себя откровенно как клоун. Он потихоньку превращается в какую-то бесхарактерную, бесхребетную лепеху, которая используется исключительно для привлечения аудитории, исключительно, чтобы сказать, что этот мультфильм все еще зовется «Гадкий я», а не «Миньоны 25». И за всем этим мы потихоньку переходим, наконец, к главной теме ролика. Трейлеры 4-й части. Я не буду снимать видео про 4-ю часть, потому что, мне кажется, после трейлеров уже особо ничего добавить нельзя будет. Суть и так ясна, нам и так понятно, что из себя данная картина будет представлять, и просмотр ее полноценный разве что заставит меня еще раз ударить себя рукой в лоб, но никак не написать новый текст с каким-то подробным разбором. Нет, я не буду тратить на это свое время. Мы скажем все прямо сейчас, прямо здесь, потому что иначе я взорвусь к чертям собачьим. Итак, что мы имели наконец в третьей части? Ладно, я готова уже была смириться с существованием этого брата-близнеца. Окей, он есть, давайте от него толкаться. Конец третьей части. Он крадет у Грю корабль, он крадет у него добрую часть миньонов, они все одеваются в белое, рисуют свою буковку на боковине летучки и такие: все, мы полетели на приключения, будешь нас ловить, и мы как бы подозреваем, что, ну, вот об этом будет 4-я часть. Про, так скажем, противостояние двух близнецов. Один из них поймальчик, наконец, перешедший на сторону зла, мечтавший об этом всю жизнь, а другой из них злодей на пенсии, который теперь за добрых парней, и ему нужно ловить своего брата, новоиспеченного злодея. Окей, интересный концепт. Что же нам предлагает настоящая 4-я часть, когда выходит первый трейлер? А ничего этого не было! Понимаете? Вы помните, да, концовку 3-й части? Забудьте ее нахрен, ее не существовало. Они просто сделали вид, что 3-й части не было. Они проигнорировали всех новых персонажей, которых ввели, они проигнорировали ее концовку. Дрю, его никогда не существовало. О чем вы вообще говорите? Это была массовая галлюцинация, пацаны. Что? Сайлос ушел на пенсию в 3-й части? Ой, нет, его вызвали назад. Вместо него там была какая-то да Винчи. Да забудьте, все это, ее не было, все, забейте. А доктор Нефарио? Он, походу, вообще помер между частями, земля ему пухом. Девочки, походу, вообще остановились в развитии. Ну, конечно, они не будут редизайнить их и давать им подрасти. Не, вы что? Нельзя ни в коем случае ни на граммулечку снижать узнаваемость персонажа. Мы ж тогда продадим 99 килотонн мерча, а не 100. Видимо, годных редизайнов достойны только второстепенные герои. Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на самое главное. На, так скажем, слона в комнате. У них родной пиздюк. Зачем он существует? Нет, я понимаю, что да, в семье, где люди любят друг друга, рано или поздно рождается родной ребенок. Но это ведь, ребята, история про персонажей вымышленных, не про реальную жизнь. Если бы сценарии всегда соответствовали реальной жизни, кино было бы смертельно скучным. У того, как эта семья функционирует, тоже есть своя фишка. У них ни у кого нету друг с другом никакого биологического родства, но они взаимодействуют так, будто оно есть. Вот это прикол, это такая семья, собранная по кусочкам у них получилась. То, что Люси не родная мама девочек, девочки не родные дочки Грю, и они друг другу даже не родные сестры, они просто девочки из одного детдома. Это была очень крутая фишка. И появление в этом винегрете внезапно родного биологического отпрыска ощущается как плевок в первоначальную концепцию. Ваша франшиза крутилась вокруг темы приемной семьи, и просто взять и вбросить сюда родного ребенка, да, возможно, соответствует реальной жизни, но совершенно, рубит под корень весь нарратив. Потому что, ну, а какой смысл в приемной семье, если мы все равно своих нарожаем? И из-за этого создается ощущение, как будто девочки отодвигаются на второй план. Теперь вот это их главный пиздюк. Все остальные уже как-то немножко делают шажок назад. Освободите место, у нас тут есть настоящий сын. Теперь у нас настоящая семья, потому что мы родили своего, понимаете? И, видимо, никого не смущает, кстати, что к тому моменту, как эта помесь Джек-Джека и малыша из босса-молокососа достигнет 18-летия, Грю уже будет под 70, потому что ему, 50 в мультфильмах. И я смотрю, вообще всем норм, да? Это
Ну, просто начнем с того, что это максимально лениво, потому что я даже не верила в то, что они кинут им родного ребенка, потому что я думала, ну они же не могут настолько лениво подходить к своим сюжетам. Оказывается, могут. Оказывается, могут. Куда дальше, я уже не знаю, честно говоря. Куда ниже пробивать дно. И я это говорила в январе. Я это говорила в январе, когда вышел первый трейлер. Потом вышел второй, и я просто взялась за голову, ребят. В первом трейлере мы так толком и не узнали, что из себя сюжет представляет. Да, там что-то их спалили, что-то вдруг Сайлос появился, почему-то их вдруг выгнали из их родного дома, они где-то от кого-то прячутся. Главных злодеев нам там показали секунд на 10. Нам не объяснили ни их мотивации, ни кто они, что они, зачем они, почему они. Кто вот эта рыжуха, Поппи ее зовут, кто она, что она из себя представляет, почему она бегает вместе с Грю. Это девочка из АЗЛ, это девочка из злодеек каких-то. Никто нам этого не объяснит, и не ждите, что объяснят во втором трейлере. А что же у нас происходит во втором трейлере? Давайте, наконец, посмотрим. Итак, трейлер начинается, и что мы видим? Сраные миньоны! Они, блин, захватили офис АЗЛ, они полностью заполнили его, там людей осталось, я не знаю, 1,5 человека. Они повсюду. Это означает больше гэгов на 1 секунду хронометража. Давайте, сильнее, фармим мемы, вперед, ребята. Надо больше ржаки. Никакого сюжета нам не показывают. Первые 40 секунд происходит исключительно хаос. Четверть трейлера позади, мы наконец видим Люси и девочек. За ними там в магазине гонится какая-то стрёмная баба. Не волнуйтесь, никто нам не объяснит, что это за стрёмная баба. Она просто гонится за ними, они от нее успешно убегают. Все, больше мы ее в трейлере не увидим. Вам больше не надо ее видеть. Давайте вернемся к миньонам побыстрее, говорят создатели. Кстати, если вы вдруг забыли, в самом первом сольнике миньонов в 2015 году нам вроде как подробно объяснили, что по природе своей эти желтые черти ищут самого такого противного говнюка, следуют за ним и считают его своим хозяином. Соответственно, работать в АЗЛ против их природы. Это существа, которые призваны быть помощниками злодеев. Вы нам представляете их как существ, у которых есть свои определенные природные установки. Окей, ладно, примем это к сведению. Давайте просто забьем на то, что в первом гадком я подразумевалось, что они вообще не живые, а собраны где-то у них в лаборатории. Окей, но тогда хотя бы пусть они не нарушают собственные природные установки. Ну что за хрень? Illumination, какого черта ты не можешь соблюдать правила, которые сам же установил? Спасибо, сосед. Очень благодарю тебя за участие в записи этого ролика. Хорошо, я чуть успокоилась, потому что сосед сверлил стену, и мне пришлось на час отойти, поэтому сейчас я звучу чуть адекватнее. Продолжаем. Итак, мы возвращаемся к главным антагонистам, которых нам показывают наконец-то. Как их очень метко описала моя подруга-братанчик Арбузянский, Фуфелшмерц и Инстасамка. Короче, эти двое что-то там шароебятся на заправке. Нам опять не показывают ни мотивации, ни кто они вообще, ни чем они занимаются. Нет, нам просто показывают гэг. Он там пихает карточку, у него не получается оплатить. Наверное, это должно быть смешно. Половина трейлера позади, мы все еще не знаем, где Грю, есть ли он вообще в этом фильме. Или Illumination совсем решили не стараться и такие, ай, нахрен он вам здесь, смотрите на миньонов. Так, мы возвращаемся к миньонам. Их запихивают всех в какие-то странные капсулы. И, господи, сейчас появится хрень, с которой меня просто вынесло. Вот оно. Господи, боже мой. Слушайте, я всегда верила, что Illumination — это та студия, которая свои дизайны делает максимально аккуратными и вылизанными, чтобы, не дай бог, кому-то не показался этот дизайн отвратным. Так вот, я заявляю официально, эта хрень заставила меня отвернуться от экрана. Он выглядит отвратительно. Я не знаю, что именно, но вот, знаете, кто шарит, что такое трипофобия, вот это что-то близкое. У меня начала чесаться кожа, когда я увидела эту дичь. Не, я, конечно, понимаю, что это отсылка к существу из фантастической четверки, но вашу мать! Вы не подумайте, я не Снежинка. Я смотрела «Трио из Бельвилли» и множество других мультфильмов, где в кадре происходит куда более графичная дичь, в том числе анимация Мид Кэньон. Но даже так я не могу вспомнить ни одного раза, когда я просто не смогла не отвести взгляд от экрана. Нет, я их поздравляю, это, можно сказать, достижение. Миньоны смогли вызвать во мне больше отторжения, чем Мид Кэньон, это надо постараться. И после выхода трейлера буквально через пару часов они поставили эту хрень на свой главный постер на MDB. Теперь на постере к гадкому я
нету главного героя, там нету Грю на постере к гадкому я, вы понимаете, вонючие миньоны захватили все. Они гордятся этим дизайном, вы видите, как они им гордятся? Ты не должен испытывать гордость за это, тебе должно быть стыдно. Вот про эту дичь, что у них теперь какие-то там суперспособности, у меня даже нет сил про это разговаривать, понимаете? Мне кажется, тут и так все понятно, им нужно больше гэгов с миньонами, и нужно меньше экранного времени от основным персонажам, потому что теперь они могут продавать игрушки с этими уродами. Короче, стремление все на свете монетизировать, каждую секунду, каждый кадр анимации, каждый гэг, каждое движение, все нужно монетизировать, и это стремление просто лишает их мультфильмы какой-либо души. На это больно смотреть, я по-другому не могу сказать. Итак, 2 минута 26 секунда трейлера. До конца трейлера осталось 20 секунд. Угадайте, кто появляется на экране, блин. Я серьезно, пока мы сидели это смотрели, я думала, неужели они умудрились сделать трейлер к гадкому я, не задействовав в нем Грю? Ну, фактически можно сказать да, потому что он появляется уже после перебивки с названием мультфильма. Обычно после этой перебивки вставляют как раз эпизоды с комик-релифами. Как раз вот эти вот эпизоды, которые занимали 90% трейлера с миньонами, вот они должны быть там. Но тут какая-то инверсия произошла, и вместо этого миньоны занимают большую часть трейлера, а главный персонаж, главный герой франшизы, который, по идее, должен быть центральным объектом всех этих трейлеров, появляется после перебивки с названием. Я не знаю еще более худшего способа показать максимальное неуважение персонажу, чем запихнуть его вот так в трейлер. Плюс, ладно бы он еще на себя похож был, но он ведь ведет себя как клоун опять, только теперь еще хуже. Я думала, что в 3-м фильме они уже окончательно потеряли его характер, но я смотрю на это, и я понимаю, что нам еще есть куда падать. Мне Арбузянский так и сказала: ну все, блин, можно устраивать похороны, они окончательно убили своего главного героя. Это не он. Да, это просто какой-то шут гороховый, который носит лицо когда-то полюбившегося нам персонажа, ведет себя совершенно не так, как вел бы себя он настоящий. Просто посмотрите, поставьте рядом вот кадры из трейлера вот этого и кадры из первого гадкого я. Вы меня ни за что не убедите, что вот это один и тот же человек. Когда персонаж меняется, да, он как бы перестал быть злодеем, он стал хорошим парнем, но меняется-то отношение к жизни, а не характер. Характер у человека сформирован, и он остается с ним на всю жизнь. Он может подстраиваться под его новые жизненные обстоятельства, но он не может меняться. Здесь мы видим просто тупо разложение личности. Они буквально лоботомировали своего собственного главного героя. И это уже прям видно. То есть никак нельзя это оправдать тем, что он смягчился или что-то такое еще. Нет, ну они просто его потеряли. Это не Грю. Они не смогли потянуть тон, который сами же и создали, и меня это прямо расстраивает, откровенно. Я сейчас как бы звучу злой, но в душе мне просто грустно, блин. В первом фильме он был просто целеустремленным локомотивом, по-другому его не опишешь. То есть ему нужно было, он хреначил, он сказал: я украду Луну, он украдет Луну, даже если банк откажет ему в кредитах, даже если ему будут ставить палки в колеса, он возьмет и сделает, потому что он может и хочет, и у него есть мотивация. Все, я уверена, что если бы вы взяли Грю из гадкого я 4 и засунули его в первый фильм, он бы не продвинулся дальше первого акта, потому что у него тупо не хватило бы силы и характера ради того, чтобы продвигаться вперед по сюжету. Illumination разрушают все, к чему они прикасаются, даже тех персонажей, которых они сами же и создали и прописали. В этом плане я боюсь за еще одного товарища на самом деле. И я вам, кстати, говорила, помните в начале ролика, что у меня есть эмоциональная привязанность к одному из главных героев? Так вот, вы ни за что не угадаете, на ком из этих двоих я жутко помешана уже 2-й год. Нет, у меня есть оправдание. Кто смотрел вторых миньонов, тот поймет, о чем я. Посмотрите, какой они захуячили лютый редизайн доктору Нефарио. Вы не можете сказать, что он не был сделан из расчета стать Тамблер Сексименом. Он им стал, кстати, у него даже страничка на Вики есть. Я приложила к этому руку. Мне не стыдно об этом объявить на весь мир. И честно, я скажу искренне, я люблю этих персонажей. Мне нравится работа, которую провели дизайнеры над ними. Мне нравится то, как они озвучены, то, как они двигаются. Но то, как Illumination сюжетно с ними обходится, просто я считаю издевательством над ними же. Они достойны большего. Чуваки заслужили полноценного раскрытия. Очень жаль, что они, скорее всего, его никогда не получат. Почему я решила поднять эту тему? Да дело в том, что вторые миньоны кончились тем, что они вместе сели в корабль
корабль и улетели, подразумевая, что потенциальная третья часть Миньонов может рассказывать нам об их совместных приключениях. И я думаю, господи, наконец-то мы увидим проблеск их вот этих вот 30 с хреном почти 40 лет, которые они работали вместе и которые нам ни разу не показали, нам только давали такие расплывчатые упоминания, что они там кого-то нагибали, и у них была крутая злодейская карьера. И я думаю, неужели нам наконец это покажут? Но, блин, глядя на то, как они тупо стерли третий мультфильм из канона, в том числе и концовку с вроде как клиффхенгером, я начинаю опасаться, что они сделают то же самое между вторыми и третьими миньонами. А я уверена, третьи миньоны будут, потому что деньги на дороге не валяются. Они хотят заработать, и они будут хреначить этих желтых чертей до тех пор, пока люди будут ходить на них в кинотеатры. А они ходят очень хорошо, мы это видим по сборам. Собственно, какой вывод мы можем из этого всего сделать? «Гадкий я 4» мне выглядит как мультфильм, имеющий право на существование. Я считаю, что он сделан исключительно с целью срубить бабла, причем не за счет главных героев франшизы, а за счет тех, кто изначально должен был быть комик-релифом, знаете, персонажи по типу Белки из Ледникового периода, на которые просто периодически переключается повествование, чтобы зритель мог посмеяться, прежде чем переключаться обратно к основной истории. Они решили поставить в главный приоритет комик-релифов, запихнув основную историю под ковер. И это главное, что превращает эту франшизу в откровенное, отборное говно. Я по-другому не могу сказать. Господи, я не уверена, что я хотя бы в одном ролике на своем канале за почти 12 лет его ведения звучала настолько агрессивно. Возможно, вы в первый раз слышите, как у меня происходит mental breakdown прямо в процессе записи видео. Но знаете, мне надо было выплеснуть эти эмоции, мне надо было выпустить их наружу, потому что даже телеграм-канала не хватило бы, чтобы выразить вот этот уровень разочарования, смятения и, откровенной грусти от того, что я увидела вчера, и... В общем, я бы хотела, чтобы вы тоже об этом знали, и, возможно, высказались в комментариях. Подписывайтесь на мою телегу и подписывайтесь на этот канал. Возможно, вам будет интересно посмотреть другие мои ролики. А на этом я отчаливаю. Я пойду заварю себе чай, потому что у меня уже сил никаких не осталось. Illumination. Иди ты знаешь куда.